В современном мире существует немало примеров трогательной дружбы между людьми и животными. Чаще всего это касается домашних питомцев, которые преданы своим хозяевам до конца жизни. Но иногда бывают такие случаи, когда дружба человека и зверя возможна даже в условиях дикой природы. В нашей истории главным героям пришлось не только пройти суровые испытания холодом, но и на личном опыте убедиться в поразительной преданности диких животных. Случилось это несколько лет назад среди ледяных просторов Шпицбергена, расположенного на полпути от Норвегии к Северному полюсу. Ни для кого не секрет, что климат на полярном архипелаге крайне суровый. Поскольку кроме туризма и добычи угля на Шпицбергене практически не было иных способов для заработка, подавляющее большинство жителей архипелага работало на шахте. Чаще всего это были специалисты из стран Восточной Европы, которых привлекали для добычи полезного ископаемого в условиях полярных широт. В качестве средств передвижения работники чаще всего использовали снегоходы. Однажды один из вновь прибывших горняков ехал на своем снегоходе в направлении поселка от шахты, на которой он должен был отработать по контракту не менее года. Среди однообразных снежных пустошей и ледяных дюн сложно было рассмотреть что-либо интересное. Вдруг мужчина увидел, как впереди мелькнул какой-то небольшой пушистый зверек. Шахтер остановился и осторожно слез со снегохода. Обойдя транспортное средство, мужчина с удивлением обнаружил за снежным сугробом пушистый комочек. Присмотревшись внимательнее, шахтер понял, что это белый медвежонок. Сложно сказать, почему малыш был один и где в этот момент находилась его мама. Судя по впавшим бокам и затравленному взгляду медвежонка, мужчина понял, что он, скорее всего, сирота. Взяв малыша на руки, шахтер положил его за пазуху и поехал в сторону рабочего поселка. Когда мужчина внес медвежонка в теплое помещение, он сразу ожил и стал веселее. Шахтер под одобрительные возгласы коллег открыл банку сгущенки и, покрошив туда хлеба, накормил малыша. Насытившись, медвежонок скрутился калачиком у печки и сразу заснул. Мужчина не стал тревожить малыша, думая, что когда он выспится, то уйдет сам. Но каково же было его удивление, когда медвежонок остался в рабочем поселке и на следующий день. Пушистый малыш играл и резвился, несказанно радуя шахтеров, чей досуг до этого не отличался особыми развлечениями. Со временем медвежонок стал для вахтовиков чем-то вроде домашнего животного. Конечно, все они отдавали себе отчет, что это дикий зверь, но пока он оставался для них просто малышом, лишенным матери. Медвежонок очень привык к шахтерам и неизменно провожал их на работу. Но однажды пушистый малыш с самого утра стал испытывать беспокойство и нервозность. А когда спавший его от голодной смерти мужчина стал собираться на работу, Мишка вцепился ему в штанину зубами, не давая сделать ни шагу. Шахтеру с большим трудом удалось освободиться от объятий маленького друга. Уходя на работу, мужчина, конечно же, не знал того, что эта смена станет для него последней. Примерно через 2 часа после начала работы в забое произошел обвал кровли, и друг медвежонка был смертельно травмирован обломком породы. После того, как это случилось, пушистый малыш стал жалобно скулить и со стервенением царапать дверь, намереваясь выбраться наружу. Когда медвежонка все-таки выпустили, он убежал в неизвестном направлении, скрывшись в снегах полярного архипелага. После трагической гибели шахтера прошло уже несколько лет, но его коллеги часто видят огромного белого медведя, наблюдающего за ними из-за ближайшей сопки. Сложно сказать, был ли это тот самый выросший медвежонок или другой взрослый медведь, но в одном шахтеры были уверены на все 100. Пушистый малыш чувствовал опасность и пытался предостеречь своих двуногих друзей. Ведь медведи, как и люди, обладают хорошей памятью и всегда отвечают добром на добро. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. У нас много интересных историй про животных.